Ну, а где Женя? Нужно пригласить, подожди. Хорошо, ты приглашай, можно я буду работать уже? Пока там. Ты Жене-то напиши. Ты, Женя, напиши. Я уже есть сделал. Я уже скинул. Код через лайк. Всем привет-привет. Сейчас будем тестить совместные эфиры. Напишите, пожалуйста, кто уже пробовал совместные эфиры. Или кто хотя бы их смотрел, потому что я пока даже ни одного не видела. И попробую еще чуть-чуть приблизить. Да? Вот напишите, нормально так или нет. И у всех ли этот эфир получается в горизонте, ой, в вертикали, потому что мы-то думали, что горизонт. Сейчас, когда появится Женя, будет две картинки. Подожди, тогда я могу вот так повернуть? Мне неудобно, мне прям в нос телефон. Поверни, пожалуйста. Давай. Так, у всех. Что у всех? Качество видео, как звук. Сейчас, кстати, закончим снятие, и со звуком будет все нормально. Так, ну вроде боком просто стало. Нормально. Сейчас ждем Женю, имень. Кто знает имень, напишите в комментариях. Вот я комментарий не вижу. Всем, кто заходит, большая просьба. Сначала поставьте лайк на трансляцию, потом возвращайтесь в чат. Через 5 минут к нам присоединится Женя Имей. И у нас будет первый совместный эфир. Мы потестим сегодня эфир. У кого нет резкости, пожалуйста, разберитесь со своим устройством. Покажи, у тебя резкость есть? У меня вот прям резко четкое изображение. А на весь экран можно сделать? Четко, резко, да. Так, мы сегодня снимаем... Вот снять надо было все-таки за кадром сделать. Люди не понимают, почему так сильно шумит. Слушайте, у меня включена вытяжка в столе, поэтому так шумно. Сейчас я закончу снятие, и мы сможем нормально пообщаться. Девочки, у кого плохое изображение в настройках телефона, поставьте, пожалуйста, 720. Нажимаете на экран, появляется в правом верхнем углу шестеренка. Нажимаете на шестеренку и качество поставьте авто 720p. Тогда картинка у вас будет шикарная. А звук будет получше, когда закончим снятие. Да, сейчас я досниму материал. По бокам большие черные поля, потому что сейчас присоединится Женя Имень, и у нас будет два экрана, будет два изображения сразу. Она в курсе, что мы в эфире вообще? Да, я уже скинул ей ссылку. Она ее видела? Она ее видела, написала 5 минут. А, ну все тогда. И сегодня я очень надеюсь, что у меня получится показать вам новый дизайн. Очень интересный. Зарина еще не знает, что мы будем ей делать. Ну, мне кажется, они не угадают. Мы не будем, сейчас присоединиться второй человек. У нас будет пробный двойной эфир на Ютубе. У кого все
все настроено, ждите, либо разберитесь со своим Wi-Fi. Я смотрю на втором устройстве, качество картинки офигенное. Кстати, не всегда вот на Wi-Fi хорошо получается смотреть, иногда, наоборот, надо его выключить. Лучше смотреть на большом телевизоре на диване. Это кто пишет? Это я говорю. На диване вообще всегда лучше. Качество есть. Разбирайтесь с настройками своего устройства и с интернетом. Я там тихо разговариваешь очень. Напишите, вы Антона вообще слышите или только меня? Пока работает вытяжка, никого не слышно. Меня должно быть. Привет с севера Свердловской области. Слышно всех. Слышно все? Отлично. Так, ребят, еще одна рука, и мы у цели. Потом у нас сегодня еще немножко турборежим, у Зарины дела. Поэтому нам надо тебя высунуть отсюда во сколько? 9. А? Да, мы в 9 должны быть дома. Да? Да. Привет из Тюмени. Еще до этого надо успеть купить детям булочку и серый хлеб. Много взяла для себя из твоих крутых видео. Ой, большое спасибо. Все слышно и видно прекрасно, отлично. А можно вот такой вопрос, ребята? Вот кто сейчас с нами в прямом эфире? Вот я стала делать видео, в которых сбоку выезжает, например, ну вот я фрезой пилю, раз фреза выезжает там, ножницами режу, раз ножницы появляются, да, там, ну, понятное дело, что в описании я упоминаю там, что я использую. Но вот вам это помогает? Нет то, что появляется там баночка, там еще что-нибудь? Или нет смысла такое делать? Нет смысла делать снятие в прямом эфире, ничего не слышно. Ну, не сказали, что меня слышно. Нет, звук как из трубы. А выключи вентилятор. Можно снять этот вентилятор? Блин, осталось 3 ногтя. Можно я быстро досниму с комфортом, а? Ну, так-то пылью не особо хочется дышать. Ну, то есть они мой вопрос не слышали, ты хочешь сказать? Ну, а кто-то сказал, что все хорошо слышно? Так, Анна Геленджик пришла из Минска. Привет. Привет. Так, Женя должна присоединиться. Отправила запрос. Так, разрешить. Ну что, тестим. О! Пока так что-то квакает. Жень, привет. Привет! Все, отлично. О, Наконец-то. огонь. Я как раз закончила снятие. Крутяк. Включаю все вот эту фигню. Ну, давай, вот сидит и ковыряет, главное, при мне, ведь ни стыда, ни совести. Вообще. Что Рассматривает. ковыряет? Что-то Да, ковыряет. кстати, здравствуйте. Вы делаете сами гелевые чипсы. Так, ну, в общем, вот так у меня на телефоне. Женю красиво видно, тебя боком. Да, вот почему-то. У меня почему-то Женя боком. А я у тебя наоборот боком, да? Перевернут, я же так смотрю. Ну, короче, мы старались как могли, друзья. Мы тестируем. Женя хорошо слышно. У меня хороший звук, спасибо. Значит, Wi-Fi нормально работает Да, сегодня. Да, мы трансляцию обязательно сохраним. Это пробная совместная трансляция. Нет, а давай не сохраним. Не сохраним? Да, давай они тут сохраним. посмотрим. А, давай не будем сохранять. Давайте мы не будем сохранять. Я хочу, чтобы вы тут смотрели.
Какой ты? Это нам будет скучно. Да. Поэтому. Ой, Хельсинки. Хороший звук. Перевесьте Что телефон. будем обсуждать Слушай, сегодня? давай, знаешь, мне кажется, тебе надо просто перевесить телефон в том плане, чтобы он был не горизонталь, а вертикаль. Все круто, но тогда я в него башкой бьюсь. А, Там сначала так и было. вот оно что. Все хорошо, удобно смотреть. Крутое качество видео на высоте нам пишут. Супер, огонь. Ура. Давайте Наконец-то. тему какую-нибудь определим, что-нибудь про что поболтаем сегодня. Есть Ну, желание можно и вопросы подушнить? задавать. Ой, хотите, я вам котика красивого покажу, коль он приполз? Ты хочешь Вот на он. котике выехать? Да, я хочу на котике выехать. Смотрите, какой котик. Понимаю, Большой, толстый котик. Да, хороший. Хороший котик. Продаете? Котяра. Тебе говорят, что ты котяра, Лайла. Говорят, ты котяра. Она Это леди. девочка. Это девочка. Она, да, она вот такая большая девочка. Ой. Да, ты девочка? Ну, говорят, ты котяра. Ты слишком большая. Слишком жирная. Слишком большая Такая кошка. же, как и мы. Как и мы, да. Все нормально. Все так, как должно быть. Какой Мейн-кун, да, это девочка, да, это Мейн-кун. Ее зовут Лайла. Она, видите, в расцветке черепашка. Черепашка — это когда они трехцветные. На котах всегда можно выезжать. Ой, тогда мы можем сегодня просто выезжать на котах, и мы показали одну, сейчас можно отловить еще двух. Повтори свой вопрос про выезжающиеся пилки. Да, у меня такой вопрос. Вот я стала добавлять в свои видео анимацию, например, вот я пилкой пилю, раз так сбоку Да. пилочка выезжает. Вот это кому-то помогает, нет вообще? Или это без толку, все равно ничего не понятно? Я Ну, не если знаю, мне очень нравится такая анимация. тебе нравится как-то? Ну, тебе-то понятно. А вот, ну, как бы просто обывателю, кто, например, просто смотрит эти видеоролики. То есть это вот вообще полезно, и нет информации? Слушай, мне кажется, нет. Я Ну, просто вообще, морочусь, там эти фотки там ищу, загружаю их, там все дела. про скорость в маникюре, как вариант. Про скорость в маникюре можем поговорить. Давай. Да. Сказать о скорости. Вот, пишут, на анимации не видно название фирмы и артикул. То есть вам нужно еще, чтобы я туда артикул добавляла? Слушай, мне кажется, что надо все-таки писать описание нормально. Ну, вот ты пишешь Ну, я описание. пишу, Если что... кому нужно, мне кажется, люди зайдут и посмотрят. Ну, все-таки читать-то вроде всех научили. Ну, не Хотя знаю. сегодня, Был случай? нет, мне написали в вопроснике на тему подушнить, мне написали, что очень сильно бесит людей то, что ты им пишешь, а люди не читают, знаешь, ну, то есть... А кому ты пишешь, а они не читают? Ну, кто-то мне написал сегодня, что из серии «Что людей триггерит?» И вот что людей бесит, то, что они пишут, а люди не читают. Ну, это Типа они вообще тебе написали, а ты не современности. читала? Вот в этом плане, что ли? Ну да, что, знаешь, из серии все расписала, вопросы одни и те же и про то же. Ну, еще из того, что люди не читают описание даже. Поэтому не знаю. Ну, то есть это как бы два спектра. Девочка, мне помогает, я купил такие же пилки. Ну вот, кому-то помогает. Да. И хотя бы одному кому-то помогло, я считаю, что это успех. В описании вот. всегда оставляем ссылки. Я уже не знаю, как там еще вам. Ну, то есть у меня вопросы все время одни и те же. Ну, как бы. А это что? А это куда? Плохо видны цифры и буквы, но визуально понятно, как выглядят бутылочки. Но уже плюс. Ну, я вроде и вот так стараюсь показывать, да, вот FM03. Ура! Нас снова взламывают. Опять? Да, Серьезно? да. О, Магнит, Йота ТВ. слушай, это прям такая классика уже. Я, эфир и взлом. Ну, слушай, Можно добавлять выезжающих что-то на где-то это бот. Смотри артикул в описании. Ну да, смотри артикул в описании. Сколько грид спрашивает? Слушай, кстати, по 180. поводу взломов. Это есть какой-то бот. Да, Я да, когда да. выставляю рилсы, у меня автоматически мне в запросы приходит огромное количество вот этих групп из серии продвижения, Мы не с моего телефона рекламу. вышли. Просто какой-то, знаешь, вот только стоит что-нибудь выставить, там сразу добрый вечер. Просто вот такой. Начинается просто огромное количество вот этих вот всех. Женя, к тебе вопрос. Как подобрать базу для подложки под гель? На самом деле вы можете для подложки под гель взять практически любую вашу базу, которую вы привыкли работать. Самое главное, чтобы она в тонком слое была максимально пластичной.
А ее кислотность не сильно важна. Я очень умно сейчас показать, включу глубость твою, я ее куда-то похерила. Вот хуже, когда блогер говорит, что читайте в описании, а в описании ничего нет. Ну как уж, я такое не делаю. Я всегда Так стараюсь. что Жень, я куда-то Вот правильно потеряла твою пишут, базу. если человек заинтересован, то он найдет ответ. А Нет, если я люди задают искренне вопросы, то считаю им тоже просто так, лень. что если заинтересован, то есть достаточно того, что я вот так показала пилку, кому надо сделать скрин и найдут. Ну да. Привет из Ну, то, солнечного по крайней мере, когда мне Азербайджана. надо, я вот так и ищу. Привет, Азербайджан. Люди просто обленились, по 100 раз одни и те же инструменты показываете, они все равно спрашивают, кому реально надо, они найдут на сайте. Может, вообще ничего не показывать? Можно убрать кутикулу, если она сильно растет. Да, конечно, можно. Понятно. Топором, да. Зарин подсказывает. Топором можно убрать кутикулу. Раз и навсегда, да? Да. Бесит, что она растет. Я скажу так, у Алены очень подробное видео, и тот, кто хочет, тот увидит и прочитает, а те, кто типа не поймут, не могут найти, это значит плохо хотят. Картинки очень полезные, делаю скрин. В общем, Да? продолжаем делать картинки. Ну, просто у меня еще есть в голове история из серии, может быть, QR-код туда как-то ставить, нет? Слушай, по QR-коду не все даже понимают, как Как что это надо делать, да? сделать принтскрин, Ну смотри, да, у тебя да, же а потом его добавить через это. Нет, там можно без второго устройства. А как? Расскажите. Там Я этот... на Ты уровне делаешь бабушки. принт-скрин, а Ну. потом открываешь эту фотографию просто и все. И он тебе там сам прочитает. Да? Так можно? Да. А что ты думаешь, все тогда Вот второй. Лёша, делали дай котика. Я Я не хотела второго котика показать. Мы нашли Давай. второго котика. Сейчас я вам покажу. Вот, Тащи. Кира через Google фото ищет, и все. Сейчас. И все? Да. Валарчик просто открывался, да? Вот пишут, если мне надо, я, ну, здесь не передираю, наверное, что-то другое слово, я передираю даже схему вязания с фото. Ну, видимо. Ну, В общем, можно даже схему вязания с фото понять. да кому надо, конечно, да. Про базу я понимаю все, но у некоторых клиентов отслойки от кутикулы. Думаю, что это из-за базы. Не-не-не. Если вы работаете гелем, и у вас отслойки от кутикулы, есть большая вероятность того, что у вас там есть ступенька от геля. И это уже вопрос даже не к обработке, хотя надо исключить момент того, что с обработкой есть проблемы, и птериги остался на ногте, то в большинстве своем это ступенька, которую вы оставляете у геля. А гель, акрил, полигель ступеньки не прощает. Это 100% будет отслойка. Вот Да, вот пишут, что такой миляж, вот ваш это в принципе, беляш. только Но на только яблоко. сейчас он не беляш, М. это не беляш сейчас, это лаваш. Вот. Это тоже Вот деточка. Мария из Нью-Йорка. Нет, это не сиамец, это рэгдолл. Не знаю, языка по внешнему виду спокойно находит. Просто мы их бреем, поэтому вот сейчас они отрастают, их надо на самом деле будет к лету побрить опять на лысо. Мы издеваемся над кошками, и они у нас лысыми бегают. Что за пленочка, Алена, у вас на вытяжке? Что? А, это салфетка просто для этого. Ну, обычная салфетка, просто. Это сиамский второй? Нет, это рэгдолл. У меня очень тонкие ломкие ногти. Для укрепления можно использовать Евелин 8. Может быть, мне что-то посоветуете. Если у вас от природы такие ногти, то, к сожалению, вы с такими родились. И что-то такое вот из этой скажем так, вот этой косметики в виде лаков вам ничего не поможет. Знаете, из разряда, что выросло, то выросло. Если у вас ногти стали такие после там гель-лаковых систем или еще что-то, то можно их использовать. Можно использовать систему IBX, можно использовать систему Seal Pro, кажется, называется она, от Magnetica, могу ошибаться. Вот, используйте их, а это проникающая тоже, скажем так, гелевая история, просто она проникает сильно в ногти и сушится под ультрафиолетом и склеивает тем самым наши чешуйки ногтя. То есть там что, какой-то разжиженный гель содержится? Ну, или что? по факту, да. Ну, то есть по факту, да, очень похоже на это, что он просто, как, знаешь, клей ультрафиолет. Мгм. За счет того, что он очень сильно жидкий, у него офигенная проникающая способность. Помнишь, мы смотрели про материалы, которые просачиваются через стекло? Ой, да. Есть какие-то жидкости, которые через стекло вытекают. Прикинь, между молекулами Ну, просачиваются. да, может такое быть.
что-то на научном. И этот еще мне понравился сверхчерный материал, который поглощает полностью все цвета и весь свет. Ну, такой, знаешь, очень черный. М, Но там что-то 1 сантиметр стоит каких-то бешеных денег. Совсем бешеных. Ну, очень бешеных. Там Котика в студию. Третьего котика надо поймать. Знаете, вы так говорите, поймать третьего котика. Третьего котика надо отловить. Ты пойдешь, котик? Давай, иди. Оно кого стрижёт? отпустили? ногти стрижет, она все с ним, все стрижет, все, что стрижется. Котика мы все абсолютно всё. стрижем. Лия! Лий! А поймай хатулю. Слушай, а у тебя все девочки, да? Чуть я об этом не Да, думала. девочки. Все Принеси тёлки. хатулю. Давай, тут просят третьего котика. Добейте нас уже. Слушайте, третий обычный дворово-помоечный, дворово-помоечная хатула. Ее зовут Хатула. Это как Хатул-Мадан. Вот, это как, кто помнит Задорнова, то вот Хатул-Мадан. Вот это Хатула. Хатула, поздоровайся. Хатуля недовольна. Но она не очень довольная. Она у нас, знаете, вот из всех троих, она считает, что она самая главная, она королева. И вообще, как бы ты кожаный, фиг ли ты меня трогаешь, пожрать дай. Ну, то есть вот эту кошку интересует только одно, а покушать как бы. Покушать ОБ, да, будет, что-нибудь будет, а покушать как бы что-нибудь выдадут. А дайте покушать, да? Да, забирай. Кого-то еще принести? Нет, всех показали. Все трое стали звездами Ютуба. Я снова про отслойки от кутикулы. Убираю птериги, отлично. Объясните, что ступенька геля не поняла. Смотрите. Вот смотрите, вот я здесь подпилила, да, ногти, вот видите, вот просто ровно все, да? То есть никакой ступеньки нет. А бывает, что вот ногти, когда отрастают, то здесь вот свой натуральный ноготь, и так хоп, и вот прям ступенька материала, вот объемчик такой вот здесь. Вот Женя про нее рассказывает, про эту ступеньку. Не знаю, понятно я там показала. Али, непонятно. Да. Так, сейчас будем работать с кунитикулой. Вчера перепутала каучуковую базу на топ. Заметила в конце перед покрытием. Тюбики похожи. Что может случиться? Ничего. Ничего, да. Ну, такое бывало, мне кажется, у всех. У всех такое бывало. И топом выравнивали, и что только не делали. Да, ничего не будет, не переживайте. Все будет хорошо. Все Привет. будет хорошо. Ну, Казань, привет. Привет, Казань. Те, кто просят, мы можем работу, но меня тогда тут не будет. Тут можно, как это? У нас тестовый совместный эфир, поэтому будет картинки 2 сегодня. Да. Кому так не нравится? Кто-то пришел бесплатно поучиться. Пусть учится, жалко, что ли. По маленькой картинке очень сложно бесплатно учиться. Вам надо слушать то, что мы говорим. Мы даже говорим больше, чем показываем. Надо ушами, да. Ну, кому надо обучающий демонстрационный контент, то зайдите, пожалуйста, в мои публикации, там все есть. Да, в огромном количестве. Кто хочет, то Посоветуйте, увидит. пожалуйста, крепкий акригель. Имень. Я могу свой порекомендовать. Имень или именька прекрасные акригели. Просто прекрасные. Может быть, кто-то вам порекомендует что-то еще. Мне еще Ну, что-то хорошее. понравился акригель. Что мне еще понравилось? Женя, у вас У супер Оригинала материал. мне очень нравится акригель. Хороший, правда, акригель. У кого? У Оригинала. Ну, вот это то, что тебе гелия. Архипов писал, да, я еще не открывала, прикинь. Да, тебе гелия, а у них еще есть хорошие акригели. Правда, хорошие, классные акригели. Нет, там что-то, я не знаю, не открывала, может, там акригель. Может быть, там хорошие акригели. Почему приставка акриль? Женя, расскажи, что такое акригель. Это акрил и гель, по факту. Замешанные вместе. Доведенные до определенной консистенции. С определенными свойствами. Это подкодовое, скажем так, название. Это вот акригель – это название, как у подгузников. То есть все подгузники – это подгузники, да? То есть памперсы, хаггисы, что там еще. Ну, то есть вот это все подгузники. Так вот, акригель – это название самого материала. То есть как гель или как акрил, или как там гель-лак, да, не шелак.
Вот. А полигель – это уже название, которое вошло в обиход. Сколько То оборотов у есть тебя? это уже это именно 15. название, как памперс или как ксерокс. Вот Женю просят сделать пост с расцветками цветных баз. Слушайте, у нас в именьке есть хайлайтсы. Прям я все их вскрывала и выкрашивала. Сейчас, секунду, я дверь закрою, а то у меня там мои домочадцы, каждый смотрит свое. Ступеньки нет, возвращаемся к ступеньке. Сглаживаю всегда, но проклятые отслойки не у всех клиентов, но бесит. Главное, не Еще понимаю, знаете, от что чего. может быть? Ногти клюют у этой клиентки или нет? Скажите, пожалуйста. Да, кстати, вот Если это они вниз растущие, то там, получается, когда ноготь растет вниз, то в процессе эксплуатации идет давление на кончиках. Хочешь не хочешь, отсюда будет отслойка. Мгм. Как удалить цвет Может, с она рисунка на перенашивает. печати, чтобы рисунок был чистый? Что цвет удален? Как удалить цвет рисунка на печати, чтобы рисунок был чистый? Какой печати-то? На какой печати? Про стемпинг, может Давайте быть, четче говорил? вопрос только, ладно, Да. пожалуйста? Непонятненько немножко. А то непонятно. Если имеется в виду то, что лишнее, но все убирается, кроме нужного, и переносится. Так, вот здесь у нас отстойчики. Мейн-кун еще раз, такая лапочка. Ну, давайте она, когда к нам придет сюда в комнату, тогда я ее покажу. Они у нас, Если позволит. девушки такие, как истинные кошки, очень не любят, когда человечки их трогают, знаете. Вот это вот все. Что там говоришь? Про безопасную фрезу. Правда ли ей можно делать только тонкую кутикулу? Изнашивается ли она? Мне на учебе сказали, что толстую кутикулу она не возьмет. Смотри, можно я вот Да, прям да. вот это у меня, кстати, я что-то даже сделала маленькую подрилс, думала об этом пост написать. Безопасная фреза по факту вам заменяет этап пушера. То есть ей вы раскрываете пространство между ногтем и между самой кутикулой. То есть, грубо говоря, между ногтем и панихием. Она не убирает птериги, она не счищает его с ногтя. Она всего лишь разделяет. То есть вы этой фрезой можете сделать сам карман. То есть под пространство под панихием. Поэтому на самом деле абсолютно без разницы, с какой кожей вы работаете, с грубой, не грубой, толстой, худой, там, тонкой, абсолютно любой. Она по факту вам заменяет только пушер. То есть после нее обязательно будет алмазная фреза, да, после нее будет срез. То есть по факту пушер, который такой более удобный. Насколько хватает безопасной фрезы? Слушайте, у меня есть безопасные фрезы, которым уже лет, по 10. Ну да, вот учитывая, что у нее тупые грани. Да, ее Изначально. задача, она не срезает, чтобы затупиться. Она именно отбивает, как будто бы у вас вот эту кутикулу от ногтя. Поэтому она называется безопасной, потому что, ей очень тяжело, порезать или повредить что-то. Можно, давайте так, можно вообще чем угодно убить, да, и хоть палкой. Но, вы понимаете, да, что она максимально безопасна. Это вообще фреза, которая была придумана для работы с диабетиками. Там, где ранить нельзя от слова совсем. Про штамп спрашивают, вот там, вот, где рисунок очистить. Штамп. Берете ролик, хотите такой, и очищаете роликом лишние рисунки. У меня тут, наверное, может быть, даже есть штамп, но не точно. Лазером или выжигать жидкостью? По-разному. Почему после праймера, когда наносишь базу, появляется зеленоватый цвет базы? А по отдельности все нормально. Это что-то вступает в реакцию. Но у меня так не было ни У разу. меня тоже. Поэтому даже ответить не сможем вам нормально, потому что, не знаю. Смотрите, вот есть ролик. Антон, да подожди ты. Сейчас. А есть штампик. И вот когда штампик грязный, у меня тут видно, ребенок побыл на моем штампике. Мы берем и роликом просто убираем все. А если у вас тут много отпечаталось рисунков, вы просто берете и роликом убираете лишние рисунки и отпечатываете только тот, который вам нужен. Мне тут вообще загадили мой штамп. Тут у меня шерсть котиков, все на свете.
Отслойки у клиентки через 1-2 недели. Мне кажется, это вообще нормально. Может, она их просто так эксплуатирует? Может быть. Это одна клиентка или их Одна много? клиентка. Ну, Тут она просто добейте, проклятая. может, это проклятый клиент. Там бывают такие, ну, фиг знает, что они с этими руками делают. Господи, что они с ними только не делают. Как определить, в каком случае нужна присыпка, как в вашем случае, в каком нет? Я тупо везде сыплю, мне просто нравится, мне классно так. У меня фрезы так лучше работают. Может быть, это плацебо, но мне так вставляет. Просто везде используйте, будет вам счастье. Действительно ли есть проклятые клиенты? Есть, есть. Но не проклятые. Не в плане, знаете чего, что они непонятные вещи творят с руками. Слушайте, ну да, они забывают, что ногти, и вы тоже забываете, что ногти это не какой там эффективный сплав металлов, который используют в какой-нибудь там Не космической. закаленная сталь, это просто ногти. Да, это просто ногти. И это просто полимер сверху. То есть по факту пластик, который может ломаться. Да, вот, например, коробочка вот из полимера. Если покрытие через 10 дней отходит, есть ли смысл походить без покрытия? Надо разобраться, почему через 10 дней оно отходит. Кстати, если оно отходит через 10 дней, это вот прям ненормально. Вот. Ну, то есть отслойки могут быть, но так, чтобы покрытие отходило, где-то что-то идет нарушение технологии. Жень, к тебе вопрос про наращивание. Мгм. Ну, Вы не пробовали наращивание на верхние формы с гелем? Чем быстрее работать, гелем или акригелем на верхних формах? Эфир будет по верхним формам? Вот у меня ногти сделаны верхними формами гелем. Вот эти ногти – это гель на верхних формах. Чем быстрее гелем или полигелем, вообще без разницы. По мне и тем, ну, как бы одинаково. У меня есть клиентов, им не объяснить, что ногти не из бетона. Старайтесь. ну, слушайте, Стараюсь. то, Но что у это вас не получается донести информацию до клиентов, ну, как бы это ваш косяк. Надо стараться. Я своими ногтями котлеты и блины переворачиваю и ничему не удивляюсь. да. Ну вот, пожалуйста, пример эксплуатации ногтей. Начинающий мастер, 3 месяца. Никак не могу понять, как снимать. Вроде получается, но очень долго. 40 минут. Будто снимаю Смотрите, очень у вас должно быть Слушайте, а вы на каком, на Сделайте форварде? Подожди, Жень, я знаю, у меня были случаи. Вы снимаете на форварде или на реверсе? Просто вот я знала мастеров, которые думали тоже, что очень долго снимать, потому что снимали на реверсе вместо форварда. Там, да, долго получается. А еще есть упражнение, очень хорошее. Берете типсу, покрываете ее базой с выравниванием. Потом покрываете там, например, черным гель-лаком, потом сверху белым гель-лаком, потом красным гель-лаком, Контраст. потом еще какой-нибудь еще слой базы, потом опять по кругу, и потом покрываете это топом. Берете это все, вы сушите, ну, понятно, что это должно быть высушено, берете фрезу и начинаете послойно все это снимать. Вам будет не страшно. Очень долгое снятие, если у вас опыт всего 3 месяца, это ваш очень большой страх перепилить ногтевую пластину. Как только вы почувствуете фрезу, на какой вы глубине и дойдете до этого выравнивания, далее вы будете видеть, как вы там, например, прокапываете. Ну, То конечно. есть нажим вот это, что вы взяли, и 3 цвета пропилили, да, как бы это значит, что вот у вас фреза, ну, рывками двигается. Вот таких типс себе наделаете, поверьте, вы очень сильно ускоритесь в снятии, просто отработав нажим фрезы на покрытие. Юля пишет, что она не совсем глупая на реверсе снимает. Всякое в жизни бывает. Слушайте, я просто из серии того, что, ну, действительно случалось это у меня в практике, то есть были такие случаи. Вопрос не в глупости, но действительно такое бывало. Отслойка всегда сбоку. Почему? Ну, заливать, наверное, боковые. Липтеги там остается. Про снятие только опыт получается. Только опыт. Это про все только опыт. Ну, то есть без опыта А что, нет волшебной таблетки? нет.
там Морфеус не выбирает. Нет, ну вообще поговаривают, что если собрать кутикулу, которую срезала я, растолочь ее в ступке и добавить туда слюны единорога и сожрать, то, может быть, что-то получится. Но это не точно. Не точно? Нет. Мы- Смешно было мы- только Женя. Мы после Барбера А для я этого старалась. собирали, да, кутикулу? Да, мы после Барбары собирали. Я ее продаю потом на черном рынке. То есть в Даркнете можно купить, да? Кутикула, срезанная Лаврентьевой. Да. По сколько? Как плазма продают. $1000 грамм? Затекает. Смотрите, в чем фишка. Я душню. Сегодня я душню. Когда ваш клиент просто ставит руки, ну вот в лампу, есть пальцы, которые у нас заваливаются. Ну, вот если мы на стол поставим, вы даже сами проэкспериментируйте, то у вас руки заваливаются. И Давай я покажу. Вот Нет. клиент держит ровно, на самом деле видно, что у нее вот эта сторона, допустим, падает немножко в сторону. И нужно развернуть ей эту руку, то есть объяснить, чтобы они держали ровно, иначе все будет затекать. Либо Давай пальчик на бок поверну сам. локоть поднять. У меня клиенты сидят вот так в лампе, задирая локоть. Как только они задирают локоть, пальцы автоматически встают ровно в лампе. Я не знаю, как это работает, но у всех, поэтому мои клиенты вот так вот сидят, у них это уже отработанная привычка. Вот. Типсы при снятии дергаются. Как их зажать? Чего? Как это дергается? Что у меня не получается понять. Нужна расшифровка. Да, поясните. Смотрите, эфир про прайс. Прайс вам нужно составлять самостоятельно на основе той себестоимости услуги, которая у вас. Эфира про прайс, уникального эфира про прайс снять нельзя. Да, и на основе тех денег, которые вы хотите зарабатывать. Сколько должен стоить ваш час? Ну, только можно не 500 рублей, ладно, где пожалуйста. взять единорога, спрашивают? Ну, слушайте, единорога, надо его сначала, не знаю, поймать, наверное. Фиг знает, где там. Ножнички можешь показать поближе? Я не вижу, видно или нет, но эта модель называется S04J. Я ее постоянно показываю с согнутым кончиком, очень Привет удобно. из Крыма. Не просто S04J. Алена, сколько служит фреза для снятия? Твердосплавная, которая. Ну, если ее не кидать и не мучить, то... То долго. Ну, долго, да. Ну, у меня долго. Я вообще совсем очень аккуратно обращаюсь. У меня и кисточки долго живут, и ножницы, и фрезы, и заточку у меня тоже надолго хватает, потому что я просто очень аккуратная. На влажных ручках ничего не держится. Что делать? Все держится. Там надо подготавливать и работать по одному пальчику. Дегидратор, праймер, база в лампу. Вот Дегидратор, Юля праймер, подсказывала, база в лампу. приматывала типсу к маркеру, ничего мне не придумала. Это по поводу... Какой типс к Ну вот маркеру? она, когда держит типсу руками и снимает, она у нее дергается. Ну возьмите тренировочный Смотрите. палец. Вот, смотрите, как нужно держать типс. Вот таким вот образом. То есть я держу не вот так вот, чтобы она болталась, а вот таким образом я ее прям кладу себе на пальцы, и тогда она у меня зафиксирована. Все? Всё? Всё, Анастасия научилась на нижних формах работать. Я вас поздравляю. Это очень круто. Да. Анастасия добрая, если что, кстати. Почему добрая? У нее фамилия такая, Анастасия добрая. Из-за того, что она тонко легко подается нажатию. В рисунках бьет. Господи, не знаю. Все. Женя, у тебя есть курс по акрилу? Я можно спрячусь? Я нету, я в домике. Ой, Женя, они даже у меня спрашивали такие смешные вопросы Так, в серии. У всё, вас есть курс по акрилу? Я вообще Юля угорала с разобралась. этого. Твой хват она теперь будет использовать. Хват? Отлично. Слушай, если бы я знала, что нужно снять мастер-класс о том, как держать типсу. Слушай, ну то, что многим очевидно, спасибо вам большое. Но то, что, например, нам какие-то вещи очевидны, многим не очевидны. И также, кстати, наоборот. Это вот, ты знаешь, это вот к вопросу о нашем большом заблуждении. И твоем, кстати, в том числе. Чтобы вы понимали, я говорю, Алена, тебе надо сделать онлайн какой-нибудь обучающий. Знаете, что мне эта женщина говорит? Что мне эта женщина говорит? Ну, она говорит, что там нечего показывать. Там нечего показывать. И понимаете, вот потому что ее опыт для нее очевиден.
И на самом деле это для всех. И для меня мой опыт, ну, мне кажется, ну это ж так очевидно, что об этом рассказывать. Ну это же прям очевидно. Слушай, ну я, кстати, опираясь на твой опыт преподавания аппаратного маникюра, вот этот 15-минутный урок, я тоже, ну, как бы не запланированно, вот недавно у меня был живой курс, и тоже не запланированно показала аппаратку. Ну, просто это хватило там 15 секунд на это. Я говорю, вот так еще можно сделать. Она такая, ого. Я говорю, да. Я говорю, кстати, говорю, этому меня научила и меня. Я говорю, мне тоже понадобилось несколько минут на это. Не получается подгонять нижние формы под ноготь. Значит, вы не понимаете, что вы вырезаете. Всё на Жень на материале. Контур нижней формы, вот этот вот, ну вот, как сказать, как это, Жень, называется, вот эта вот улыбочка, да? Вот Она это. должна полностью соответствовать свободному краю. То есть вам нужно подгонять. Она должна вам соответствовать по ширине с нашего ногтя от точек роста до точки роста и по глубине нашего ногтя. То есть вы этот момент подгоняете. Форм, которые вы такие взяли и сразу поставили, их не будет. Все надо резать. Но есть же какие-то люди, на которых краили эти Но формы. девушка пишет, что нет. Нет, это просто универсальная какая-то штука, не на ком. Вам вот тут очевидно, а ей вот не очевидно. Ну, это у нас такие проблемы, да. Вот нам очевидно, а оказывается, кому-то не очевидно. И Нет, мы так же не знаем, что нам очевидно, а нам не очевидно. Почему тебе не нравятся ножнички с прямым, ну вот этим, как у вас, прием? Да нравятся они мне. Просто у меня есть вот эти, они еще не кончились. Мне надо еще что ли купить? Я что-то не понимаю просто. Ну, мне все нравится. Просто у меня вот эти сейчас. С ними все в порядке, я ими работаю счастливо. Тебе кусачки нравятся. Мне сейчас кусачки нравятся. Я то кусачками, то ножницами. Я так и не могу определиться теперь, что мне нравится. Кстати, у нас в конкурсе, я же сегодня клеверы отправлял, Угу. участвует бог маникюра и педикюра. Да? Да, у него такой ник. У него? Это мужчина, да, у него 277 подписчиков, но он уже бог маникюра и педикюра. Ой, я очень предвзято отношусь к таким людям, кстати Запрещенный говоря. в социальной сети. Так это он, видимо, решил, что если он так назовется, то как бы все... все будут думать, что он бог маникюра. Ну, я постеснялась так называться. Ну, типа, знаешь, Я он, видимо, тоже. на эпатаже решил выезжать. Я считаю, что это очень, ну, некрасиво. Как правильно выбрать верхние формы? Верхние формы выбираются в зависимости от изгиба натуральных ногтей. Да, вот от этого изгиба. Да, от S-изгиба натурального ногтя. Поэтому все формы отличаются внутренним S-изгибом. То есть, соответственно, если у нас плоские ногти, нам нужны не сильно арочные. Если у нас арочные ногти, нам, соответственно, нужны более арочные сами формы. Поэтому у нас они есть базовые там от XS до там XL. Это все в зависимости от арки. Твои, я же тебе их отдам, а не твои. Тебе надо? Что-то Так. воткнули. Вот интересно, они это слышали? Да. Жень, ты слышала это? Что? Я не слышала. Ну, фразу «заряжайся позитивом каждый день». Ты же знаешь, что Антон, когда он телефон вставляет на зарядку, он у него разговаривает? Да. Раньше было хуже, сейчас еще да, прилично. Зона хотя бы. гипонихия должна полностью прилегать к форме от точки вроста до точки вроста. Все зависит от ногтей. Надо... на самом Форма деле. должна стать продолжением Мгм. вашего ногтя натурального. Она должна прям стать без зазоров, чтобы потом не было всяких там Ты неприятностей. любишь аппаратку? Да, я все люблю. Посоветуйте, пожалуйста, хорошие надежные гели и базы, а лучше покажите. Женя, покажи, Имей. пожалуйста. Вы не поверите, но у меня ничего нет тут дома. У меня есть топ. У меня есть топ Milk. Вот, то, что есть у меня дома. У меня вот тоже топ. У меня, чтобы вы понимали, ребенок этим пользуется. А базы у меня все дома закончились, представляешь? И гель Вот тоже у меня. Делает с этим совсем. У меня она моими топами, короче, знаешь, что делает? Она покрывает свою эпоксидку моими топами. А, А если ноготь плоский, какие формы ставить? Если прям ноготь плоский или внутрь, как бы вот эти трапеции, то наша форма XS. вот Но у я меня, их не кстати, покажу, у меня их нету. У меня тоже их нет. А Гузель хочет попасть, Ален, к тебе на повышение, видимо. Как ей это сделать? Ну, пусть напишет мне в личку, в Телеграм можете. Кстати, давайте так. У кого нет меня в Телеграме, пожалуйста, вот вам мой телеграмчик. Как вот так надо сделать, да? Подпишитесь, Алена, нижнее подчеркивание Лаврентьева, нижнее подчеркивание Нейл. Вот, найдите меня в телеге, я там все анонсы выкладываю.
И У готово. моих клиентов все держится, а вот у меня постоянно отслойки. Что делать? Мастер меняйте. Мастер, видимо, у вас не очень. Я почему-то боюсь снимать материал клиентам, руки трясутся. Потому Ну, что у вас нет опыта, и если вы боитесь, то просто наработайте этот навык. Когда у Я- вас автоматический навык, вам уже не страшно. Жень, я до сих пор не могу найти. Куда я твою базу засунула? Она только что у меня была. Я, главное, зарядки сережки яичные. А у меня есть, знаешь что, у меня есть Рубер Бейс и Менька. Знаешь, Вот. откуда она? Как ты думаешь? Не знаю, я вот это буду сейчас делать. Женя, Она у меня с нашей Турции дома попала домой. У меня с нашей Турции твоя лампа, он в кабинете стоит. Да, у тебя с нашей Турции. Женя, почему светоотражайка золотая прям почти не видно на ногте, в отличие от серебра? Ну, потому что мы когда ее делали, прям совсем золотую, я что-то как-то не знаю, побоялась, не захотела, не знаю почему. И мы ее сделали такую бронзовую с серебряшечкой. Вот так как это лимиточка, она тоже имеет место быть и тоже достаточно симпатичная. Может быть, я какую-нибудь сделаю лимитку с ярко-золотыми штуками. Посмотрим, не знаю еще. Кирпичик. Это отражает, пора завязывать. Как вы относитесь к названию маникюрщица? Видела, как мастер говорил, если вы не умеете рисовать пейзажи, портреты и вообще не умеете суперкрасиво рисовать, то вы маникюрщица, а не мастер маникюра. Мне вообще похер, как это называть. Я могу называться маникюрщицей, у меня с этим нет никаких... Маникюрша и педикюрша – это профессия, которая есть в реестре профессий. У нас такое название. Как вы себя там обзываете? Мастер маникюра, нейл-стилист. Это все здорово, но у нас есть маникюрши и педикюрши первого, второго и третьего разряда. А У ты тебя какого какой разряда, Жень? Я А я не помню, у меня в каком-то есть дипломе, который у меня был что-то там с этой, знаешь, типа с государственной такой говна, вот это вот хренотенюшка. Там что-то написано, какого я разряда, но я, наверное, не найду. Надо где-то при 3-4 переездах, надо вообще найти эти бумажки. Алёна, спасибо, что показал ножницы. Теперь работаю только этой моделью. Вот видите, Где сдать на разряд? Вообще на разряд это дается при обучении, когда вы делаете вот это, вы проходите обучение при а-ля колледжах, профессиональные профподготовки. Но это такое, знаете, вот просто сейчас туда зайдешь и такой просто кровь из глаз, потому что ту да, дичь, там которую наружу, они по-моему, делают, не покажется. это дичь. Понимаете, это просто дичь. Чем сейчас покрывали? Правильно? Это не нужно никому. Ну, то есть в данный момент в нашей, как это, этот регламент никому не нужен. Если вас кто-то пугает о том, что нужен диплом гособразца, ребят, это все пугание для того, чтобы продать вам курсы с дипломом. Ну, конечно, потому что они будут стоить дороже. А представители именьки в Крыму кто? Ой, в Крыму у нас нет, кажется, никого. Валберис у нас. Есть у вас Валберис, Озон. Да, Вот вы это можете стать первой. да. А Дигид- больше просто или нету. праймер. Я сначала дегидратор нанесла, а потом праймер. Мы, наверное, Ольга, еще Антон читает комментарии, я их вижу. Вообще никого не блочим никогда. Никогда не хочет. Не- Хочет заниматься маникюром. И на самом деле, я считаю, что из мужчин получаются офигенные мастера. У нас есть как минимум Павел Другов, да, наш Да, просто вот Павел наша круто. богиня маникюра. Вы такие мальчик делает прекраснейшие работы, просто красавчик. Кстати, он начал этим заниматься в ковид. В 2019 году у него жена мастер маникюра. Она его обучила, и мне кажется, что он стал круче, чем жена. Ну, тот Мгм. неловкий момент, когда муж делает мани круче, чем ты. Да. Вот Александра жалуется, что ее не называют мастером, потому что ей нет 18. Повесьте на двери Неловкое табличку молчание. «Царь». Царь, просто царь. Челом бьют. Просто царь, да. Что-то у меня тут Лена делала каких-то штук, дрюк. У меня просто весь стол Алена очень просит сохранить. из какой-то просто Нет, пусть смотрят. полимерной фигни. Пусть все смотрят. Я Это хочу, чтобы тестовый они эфир, ребята. страдали с нами. Это подложка, какой Бахай Рубер. Это подложка. Пошло не так. Наверное. Вот такой базой малоизвестного бренда и Менька. Смотри, какие заготовочки у меня ребенок делает.
Мгм. Марина отучилась месяц назад, клиентов нет. Подскажите, что делать? Пробовала и соцсети, и рекламу. Идите работать куда-нибудь в салон, как Идите в минимум. салон работать. А? Я тоже говорю, идите, пожалуйста, работать в Идите салон. работать в салон, нарабатывайтесь опыта. Вы заканчиваете институт, выходите из института с дипломом. Вам же не стоит очередь из работодателей, вам нужно еще опыта. Ваше обучение на школе маникюра, там на курсах не заканчивается. Ну, правда, ну просто смиритесь с этим. То вам надо наработать, ну, как бы авторитет, опыт, скорость. Много что надо еще наработать после курсов. Екатерина спрашивает, свои ногти не арочные, хочу носить арки, но через некоторое время начинает болеть. Может, арки мне не подходят? У вас болит. Почему? Потому что у материала жесткого вы создаете вот эту вот арку, и он жестко стоит. Как бы получается, сковывает ваш ноготь. И поэтому вы чувствуете давление и неприятные ощущения. На самом деле это со временем проходит. И только в том случае, если ваши ногти зажаты правильно. Да, Потому если что вам не пережали, иногда бывает и пережмут. да, бывает и пережмут, вот это может плохо закончиться. Если они нормально зажаты, то ничего страшного не будет. Рина перечисляет симптомы аллергии. Если у вас уже началась на аллергии на материалы, то вы можете менять и базу, и все что угодно, но аллергия уже никуда не денется. Работаю ровно год. Как же я боялась снимать на моделях. Советую быть аккуратной, но преодолевала страх, от этого никуда не денешься, придется быть упорной. Алён, ты была упорной? Мы были, кажется, мне кажется, что мы были не просто упорными, мы были упортыми. Вот это точно. Салоны требуют опыт полугода. Где его Так, взять? Жень, извини, я пока отставлю именьку. Я что-то хотела попробовать. Смотри, что Пахомова прислала. Давай, покажи, мне интересно. Ой, какая! Там светоотражайка, что ли? Да хрен знает, ну так красиво. Подложка из мягкой базы? Да, светоотражайка. Да-да-да, светоотражайка. Очень Мне красиво. нравится очень красиво, очень. Сейчас я одну руку такую, другую такую, но потом мы все равно все закроем. Ну, блин, он густой. Алена, Или моя не мама с густой? восторгом смотрит ваш канал. Она больше 29 лет, мастер педикюра и подол. Каждый раз в возрасте. Ну, какая Алена Не могу умничка. понять. Он. И звездочку тебе прислали. Спасибо. Блин, Я он- делаю сама себе гель-лак. Не Они держит прозрачные, да? никаких дней. Да. А на полигель укрепления все держится до Ты 3 недель. размешала? Тати, тогда Алена, размешай, пожалуйста. Что-то подожди пока сейчас. У меня вот канал, на котором нет ничего, ребят. Наталья, знаете, я не ютубер. У меня есть одно видео какой-то там 3-4 или какой-то там летней давности, 2. Нет, Жень, он густой. Аленин прайс на маникюр 8000 рублей. Насчет малоизвестного бренда. Я живу в Хакасии, и тут в профессиональных магазинах бренд и именьки не знают. Даже на заказ не хотят брать. Я шучу, когда называю его малоизвестным. Если что. Я Ну, вот- значит, не хотят, ну, им невыгодно. Ну да, может, мне... Ну, до вас доставляет прекрасные маркетплейсы. Мы для этого Да. и вышли на маркетплейсы, для того, чтобы у мастеров была возможность нас заказывать из любых уголков РФ. Понимаете? Потому что здорово, мы очень любим там наших партнеров, но нам, например, ну, как бы как производителям, по факту всегда выгоднее работать с вами, с мастерами напрямую. А маркетплейсы нам дают эту прекрасную уникальную возможность, потому что по факту это просто логистическая компания. Вы покупаете гелевые типсы или делаете сами? В смысле, у нас производство в Китае гелевых типсов по нашим запросам. Можете показать еще раз название геля, которым делаете, не успела заметить. Я сначала взяла вот этот, потом взяла вот этот, но делаю вот этим. Вот. Ну, короче, я хотела, вот вспомнила про эти блестки, а потом поняла, А что... розовый слишком прозрачный, чтобы перекрыть вот то, что у нас там есть. Нет, просто мне, короче, хочется жижи. Жижу. Жижу. Мне хочется жижу. Мне лень. Я что-то так хреново, если честно, себя чувствую. Мне кажется, Женя, что у меня вопрос к температура. тебе. Можно ли топ, вы имеете в виду прозрачный или цветной? Если мы говорим про цветной, то вы наносите базу сверху топа и идете домой.
Все. На педикюр. В этом концепция была. С какого возраста, Ален, можно делать маникюр? Ой, Жень, давай ты. Давайте так, смотрите, девочкам можно маникюр делать тогда, когда у вас начались критические дни, когда вы стали девушкой. И все это зависит от разного, ну, как бы, возраста. У нас есть одноклассница у меня, у дочки, которая сейчас уже 1,70 м, полностью сформировавшаяся, соответственно, она уже девушка, и у нее полностью сформировалась ногтевая пластина. То есть, ну, вряд ли она еще будет сильно расти. И ей маникюр делать можно. Если мы посмотрим на мою дочку, Лия, иди сюда, которой те же 12 лет. Лиюсь, подойди, пожалуйста. Я просто вам покажу, что происходит с ее ногтевой пластиной. Дай мне, пожалуйста, руки. Давай, иди сюда. Давай, колбаску. Ну, только дай мне руку. Смотрите, вот тут прям видно, что у нее ручки еще такие, они прям детские. Видите, еще очень мягкая ногтевая пластина, которая очень сильно расслаивается. Дай мне вот эту руку. Я попробую показать. Видите, они прям детские. Вот они прям детские. Тут такая стелющаяся, сильно прилипающая кутикула. Сами ногти очень сильно мягкие, очень сильно расслаивающиеся при любом движении. Соответственно, это говорит о том, что... Тебе надо приготовить. Нет, спасибо, зайчик. Что ребенок еще не вырос. Как вы понимаете, никаких там критических дней там близко пока что нету. Да, то есть ребенок... Не при ней сейчас руки говоришь? При ней. А? Я говорю, ты не при Лии, надеюсь, все это Нет, говоришь? я к тому, что она еще не сформировалась, и нужно смотреть очень индивидуально. То есть наш там Настя, которая 1,70 м, Клоп 1,52 м, да, и совершенно разное тело, совершенно разная ногтевая пластина. И то есть моему ребенку никакие истории про гель-лаковые системы, про какие-то там глубокие маникюры или еще что-то тут речи вообще быть не может, потому что, ну, просто мы испортим ей ногтевую пластину. А есть совершенно другие дети, которые выглядят в 12 лет иначе. И вот это все зависит исключительно даже не от возраста, а от состояния ногтевой пластины в каждом случае. Понимаете? Жень, цветной топ в педикюр как впихнуть, как самостоятельное покрытие? Тонкий слой базы, тонкий слой топа. Все. И все. Идем домой. И идем домой, да. Девочки, вы феи своего дела. Пожалуйста, подскажите, подолгу в Ростове-на-Дону. Спасибо заранее. Есть у нас кто-то из Ростова, нет? Я список... Девочки, я на память список не помню. Зайдите в телеграм-канал, пожалуйста. Под последним постом, ну как-то Алена, обозначьтесь. нижнее подчеркивание, Лаврентьева, нижнее подчеркивание, Нейл. Там где-нибудь напишите просто в комментариях. Антон вам скинет этот список. Мы его специально собираем. Да. Меня вы называют фея. полигель. Что? Жидкий Жидкий полигель. полигель, тот же гель. Вот я сейчас им и работаю, да. Но это тот же гель, просто он жидкий. А бывает густой. бывает- Образцы бывают разные. Короче, это просто гель. 3500 рублей за 15 грамм геля. Это дорого? Ну, что-то да. Сколько? 3500 за 3500. 15 грамм. Смотря что за гель. Ну, что это за гель такой? Какой гель столько может стоить? У меня такого нет. Люксер. Чайка пишет. А, Есть такое правило. Мягкое на твердое можно всегда, а твердое на мягкое нельзя. Но подложку рекомендую делать мягкую, а потом... Твердое на мягкое можно не в тонком слое. Что делать, чайки? Смотрите. Сейчас попробую объяснить. Вот у нас мягкое. Если я сейчас на это мягкое положу что-то твердое, но очень тонкое, оно сломается. я согну, то это получится, что у нас есть тонкое стекло на мягкой поверхности. Но если я сейчас на это тонкое мягкое положу что-то твердое, жесткое, то это не сломается. Понимаете? По поводу курсов. Мы выложили расписание на март.
ВКонтакте выложили, в Телеграм-канале выложили, в Ярусе выложили, в Дзене выложили и в Ютубе во вкладке сообщества тоже выложили. Я уже не знаю, где выкладывать, чтобы вы его увидели. Анастасия, зайдите Предлагаю в набить Телеграм. татуху мне на лоб. Курсы подологии на март. Это у Ну, тебя же главное, надо Black сейчас, да? Это набить надо, правильно. Это Black, да. Да, это Black. Хороший жидкий гель. Пока Вот который ты мне делал фиолетовый, вот такой же. подологом можно стать без медобразования, но все может измениться. Пока Добрый да. вечер, как приятно вас снова видеть. Евгений, скажите, пожалуйста, планируются ли топы каких-либо нюдовых оттенков? Да, Планирую. Евгения. Давайте уж спланируем. Я Топы. очень надеюсь, что в понедельник мое планирование реализуется, но не точно. Ждем. Пока ждем. Алена, скажи, Я пожалуйста, просто не знаю, что там ваш есть. акрил, которым ты работала? Акрил, которым я работала, торговая марка, это тот, который мне дала Женя. Сейчас я открою. Акрилом, который работал, называется, насколько я помню, Nail Club. Да, по-моему, тоже. А мономер был от компании то ли Гармони, это Nail Club я тебе дала, а в какой-то тебе просто что-то высыпало. Ну, что-то да, там, короче, поэтому... Там, может, скорее не всего, прозрачно-розовый это Entity, мономер либо Entity, либо Гармони был. Скорее, Гармони я тебе налила. Он более медленный, чем тот, которым я работаю. Женечка, спасибо вам, вы внимательны и добры к людям. Спасибо за ответы. Алена и Евгения, красавицы и умницы. Спасибо. Такие Это ногти, приятно. как у ребенка, у меня сейчас. Мягкие и ломкие, еще и совсем неровные. Мне 43, хоть я и мастер, а себе покрытие не делаю вообще. Да, вот бывает такая категория людей, у которых ногти так и остаются очень мягкими, особенно вот в зоне лунулы, и они как раз-таки чаще всего подвержены травмированию. У меня об этом есть видео. Вот девушка, которая ковыряет, у нее все ногти такие мягкие, вообще кошмар просто. И такие очень часто травмируются, даже банально отодвигая кутикулу. Ален, покажи, пожалуйста, в кадр еще раз, чем ты работаешь. У кого-то квакает звук, и они не услышали. А это что? Это жидкий полиэтилен. Это жидкий полиэтилен. Black есть на ВБ, да, они вышли на ВБ, только когда неделю назад с Дашей общалась. Женя, в Латвии где продукцию В твою? Латвии пока нигде, к вам ближайшая Эстония. В Они уж Эстонии, совсем в Таллине 2 магазина, один в Германии. У них есть интернет-магазины, вы можете заказать. Ну, либо доехать до Есть? Таллина, вам ехать там сколько. Саша говорил, что он вроде Кстати, я буду в Эстонии 13 марта, и там будет семинар. Если вы все-таки потратите, искать стекловолокно, извините, пожалуйста, сейчас выйду. если вы потратите ваш целый денечек и приедете, я вам все расскажу, мы как это живьем пообщаемся. Алена, Так, один не вопрос. Истории про то, что ой, у меня дела, поверьте мне, я еду к вам, просто бешеные собаки. Алена, стоит ли убрать гной из-под ногтя, если его заметили сегодня? Всегда. Все, Жень, теперь нужно что-то рассказывать, Алена не будет 2 минуты. Так, мне что-то рассказывать. Короче, я буду в Эстонии 13 числа, а с 20 числа я буду в Европе на Космопрофе, на стенде компании КМИС. Ничего, правда, купить нельзя будет. Мы будем рыб только показывать, да, вот этот вот мемчик из серии рыб продаете, нет, показываю, красивая. Вот, в Германии да, в есть Германии есть магазин Ноктика Шоп, что-то там, Ноктика Шоп. Вот, можно у них тоже заказать. Можно делать маникюр в 12. Вот ответила прям раньше. В Калининграде надо посмотреть на нашем сайте. Кажется, кто-то был. Вот. Подолог – это мастер медицинского педикюра, поэтому такой специалист должен обязательно иметь медицинское образование. За кресло лайк. Спасибо. Медобразование, по-хорошему, по идее, он иметь на данный момент не обязан. Потому что он не работает. Он работает только с зачистками. Да, мы только стрижем правильно ногти. Да. Это все, что мы делаем. Но на самом Мы деле лечим
Ну, вот так, если говорить о такой совсем патологии, которая, например, как в Германии, да, когда они начинают, когда подолг еще назначать лечение, Да. например, это совсем другая история. Ортопедическими стельками мы не занимаемся, только анатомическими. Мы только 12 подвигаем. маникюр. Все зависит от состояния вашей ногтевой пластины, от ее сформировавшейся части. Только от этого. Это индивидуально. Моей дочке 12, конкретно на ее руках маникюр делать нельзя. Как купить ваши гелевые типсы в Германии? Ногти, скажу, как они называются. У них сайт называется как там. Лена же все уже уехала. Домой. Уехала? Да, у нас несколько Лен. Всякие Лены тут бывают? Да, тогда она Щас. уехала, да. Очень. Куда она уехала? Лена, у тебя есть домашние животные? Да, муж и 2 детей. А что? Он называется, значит, Германия, онлайн nailshop.de. Вот на этом сайте, сейчас, onlineshop.de можно купить продукцию имень в Германии. Еще спрашивали, где ты будешь в Эстонии, где тебя искать. Таллин. Аккаунт этих ребят, сейчас, Анны, это на Nail EU. Вот аккаунт запрещенной социальной сети на Nail EU. Вот у них можно записаться на этот ознакомительный семинар. У них тоже можно купить имень. Еще у меня куда-то делись. Лена, расскажи про пылесос. Про пылесос? Да. Ну, он встроенный, здесь Вот хороший. спрашивают, где его купить. Woodstart компания. Woodstart называются они. Не знаю, как. У меня, по-моему, есть даже обзор уже. Вроде бы был, по крайней мере. Испания проснулась. Где купить? В Эстонии купите, в Германии. Вы находитесь в еврозоне. Вам какая разница? В Испании, кстати, я просто буду в Испании. Мы просто вылетаем через Испанию. Так что в Испании я буду просто в городе Валенсия. Если кто-то хочет, если у нас есть кто-то из Валенсии, и вы хотите попить со мной кофеечку, то у нас там будет какой-то день, когда я в Валенсии могу с вами, с кем-нибудь устроить какую-нибудь встречу и попить кофеечку. А вы мне проведете экскурсию по центру. Романтично попить кофеечку в Валенсии. Какая? Ну, у Оля, меня просто там будет один день, определить. когда Алексей будет занят, а я буду заниматься ничем. Так, все, господи, я раздобыла таки уже это такое волокно. Вероника в Валенсии, она тебя приглашает. Вот огонь. Вот, я с удовольствием пройдусь по центру, попью где-нибудь в какой-нибудь хорошей кофейне с вами кофеечку с огромным удовольствием. Прям. Вопрос теперь. Жидкий полигель и жидкий акригель, есть разница в составе? Нет. Или просто Это всё какому-то просто- бренду? просто Как это? Название. Это просто гель. Это все гель. Как задушить консерватора внутри себя? То есть? Не совсем понятно. Ну, это вот про гели тоже вопрос, продолжение. Я не знаю, что это. Кого надо. Вас попало. Можно заменить дип-систему аллергиком на акриловую? Конечно. Ну, только это разные системы. Ну, они разные, но как бы можно и так, и так. Мы учим подологии. Если вы хотите учиться в подологическом центре, где нужно медицинское образование, пожалуйста, учитесь там. Мы не настаиваем на обучении у нас. Просто мы бережно передаем знания из рук в руки. И наш опыт Из ног в ноги. из ног в ноги, да. Ну, вот мы сейчас будем стараться говорить по очереди. Да, нам уже сказали, что тут бьет. Жень, как с тобой связаться? Со мной написать мне в запрещенную социальную сеть. В Emails.
Мы там будем. Сейчас я скажу, когда мы будем. У меня сейчас я маршрут открою. Кофеечек хотят попить. Блин, в Старбаксе, наверное, да? Я Жень, буду. привези мне чашку из Старбакса, а? Я тебе привезу все, что ты хочешь. Нам еще сыр передадут. Нам обещали сыра пармезана. Не, мне просто можно чашечку Я тебе какую-нибудь? привезу. Мы будем 8-го в Валенсии. Алена, как покрывать ногти на ногах, если они мягкие и тонкие в летний период? Покройте их лаком. Просто лаком. Просто лаком от Домикс? Да, ну, можно от Домикс. Мне нравится. Слушай, не нравится Домикс, купите другой. Сейчас, 2 секунды, я пойду глаза умою. Мне что-то ресница попала в глаз, и я сижу, я пытаюсь оттуда доковырять, но у меня она не выковыривается. Так что 3 минуты. Ну, сейчас как раз я вот этот вот ноготь починю. Там, кто смотрел на видеоряд, понял, что я занимаюсь какой-то дичью, но я, короче, решила не перенаращивать ноготь, чтобы не менять его цвет, а склеить его сейчас стекловолокном. У кого-то Вот полночь, так, с одной через стороны, 20 минут. ну, с другой стороны нет трещин. Нету? Как будто было. Не Ты было. запилил просто? Да. Не до конца. Но. Поэтому сейчас я это все подпилю. Слушай. Арматурой, да. Армируем. Ты читаешь комментарии? Да, я читаю. Мы в районе 20-30 минут закончим? Да, у нас что, нет, должны. Да, все хорошо, отлично, чтобы по Там таймингу мы еще уложились. фигачил, да, там что-то еще. Ой, еще вот этот не покрасили же, что мы его обделили. Что звонит? Когда ты расскажешь, что будет за дизайн? Я так плохо себя чувствую. Не знаю, сейчас Ты не хочешь знать? я что-то, не знаю, я, короче, у меня смешанные такие чувства. Смешные. Хочешь один сделай из тебя? Нет, Пойдем один- булочку поедим. Какую булочку? Мы сами как булочки. С маслом и с Я знаешь, вареньем. что хочу? Я прям хочу горячий суп с чесноком. Это его надо варить. Ну, я сварю. Может, суп быстро. Суп-то что варить? Там 15 минут делов, конечно. Хорошо. А в Который с идеале... тунцом? Нет, я хочу рассольник. Рассольник? Да. Пошли ко мне суп есть. Я могу встречать. Ну, встречу, потом приходи. Я часов в 11 приеду. Ты Здесь ещё- самолет. Слушай, Если вы спать не будете. мы и спать, тебя умоляю. Я буду, она нет. Да? Ура! Забрать. Вот так? Нет, просто как-нибудь. Как получится. Можешь, подуй просто, подуй. Так, мы тут уже Так, починили. ну что, все, вопросы Ты все закончились, умылся уже, что ли? Да. Имень просто уникальный человек. Умылась за 2 минуты, она голову за 10 минут моет. Причем от мокрого состояния до сухого. У меня просто волос мало немножечко. в отличие от тебя. Ты ведьма просто, я считаю. Нет тебе пощады и прощения. Так нечестно. Я на мытье головы собираюсь вообще чуть ли не с бубнами, знаешь, там с танцами, что вот надо как-то прийти в себя и помыть эту несчастную голову. И ты просто идешь и моешь. Давай. Яна, вы хотите кофейную чашечку или чашечку из Испании? Я хочу большую чашечку из Испании. Из Старбакса испанского. Да, только мне нужно именно из Старбакса. У меня как бы я вот прям жалею, что я прям пожалела, что я раньше не покупала эти чашки, прикинь. Синий, ну такая бирюзовая и розовая. Вы котика показывали, а у меня собака рядом под вас захрапела. Дуал – это гелевые типсы? А что такое дуал? Не знаю, что они имеют в виду. Это верхней формы Ольги. Дуэт, может быть. Дуал. Ну, Под жесткую базу нужна каучуковая подложка? Да. угу. Потому что жесткая база – это гель. Алена, а супруг вам помогает по хозяйству? Что-то супик отказался сварить. Он умеет складывать посуду в посудомоечную машину. И раскладывать. Ну, над этим мы еще немножко работаем. Он умеет делегировать. Он сказал, что мы зря детей заводили. И все время заставляет делать это их. А я все время выступаю против эксплуатации детского труда. Я еще умею включать робот-пылесос. Ну да, я, кстати, не умею. Я не училась этому специально. А я учился этому специально, я прочел инструкцию. Я потому и не училась, что ты прочитал. Я еще умею водить автомобиль. Я тоже умею. Но не любишь. Но не Поэтому люблю. я тебя вожу везде. Да? Я еще умею разбираться в картографии.
Умею в незнакомом городе найти точку А и точку Б. Да? Мгм. Я не умею. Хотел еще пошутить, но у нас дети смотрят. Не надо про другие точки ничего писать. Кому надо, все поняли. Шуточки за 300 пошли. Такие Да. не очень. Спасибо за ответы, не пропустил ни одного вопроса. Ура! Это я. Лучший комментатор, Да. лучшего блогера, лучший Да. муж, лучшей жены. Да. Отец 2 ангелочков. Это да. Короче, я сейчас в итоге все равно все опилю, потому что я так не Заботливый могу отец оставить. послушных детей. Ну, не могу, мне не нравится. Тебе все красиво? Так, а Зарень, всё если на красиво. лаке аллергия, чем покрыть ногти на ногах? На какие? На обычные лаки аллергии? Тогда уж ничем не покрывайте, тогда и на все остальное будет не очень. Какая коррекционная система, на ваш взгляд, самая современная и удобная? Крючковая. Крючковая это какая? Любая Ну, крючковая? любая крючковая, 3 тушечки, унибрейс. Тритеошечки? Какие-то частушечки? 3ТОшечка – это крючочечка. Ну, я считаю, что она лучше, чем любые клеевые виды. Сделай Алёна, когда мы планируем проводить прямой эфир про градиенту, по маникюру и все остальное? Это вот ты вот закинул, да, Да, вот это это я все? Я сейчас закинул, должна да. эти Был прямые я. эфиры. Ладно. Сейчас, ребят, мы раскидаемся с Мартом. Тут вообще как бы такой экшен. Я надеюсь, что будет посвободнее, и тогда сделаем. В Ютубе, наверное, будем все делать. Ну, либо в Ютубе, либо в Ютубе. Либо в Ютубе. в Ютубе Может, или но ВК можно еще. Вот у Дарьи тоже географический кретинизм. Вот, видишь, я Последней такая стадии. не одна. У вас много таких, да. Я уже собираю базу этих людей, Зачем тебе которых они? можно отвезти в лес и забыть, и они еще не найдут дорогу. Мне кажется, из леса я не выберусь. Ну, значит, из леса мало кто выберется. Ты Вот можешь... Мы из города ездили за грибами в лес, который 50 на 50 метров, и умудрились там заблудиться. Это мы, кстати, с тобой были. И с тобой. Помните, мы вот это вот на крае Салмыча уехали, в лесу заблудились? Мы заблудились сразу. Какая у всех разная информация. Мы блудились. Мы не знали, как нам выйти. Причем мы даже не в лесу были, а просто на дороге. Вот у нас машина застряла, но это было без Антона. Но это другой раз был. А так я не помню, что мы заблудились. В общем, я поняла, я Шли, так и обратно. У меня в елках будут грибы, больше блудиться не надо будет. На участке ты не забудешься, да? Надеюсь. Если что, ты дойдешь до забора, и потом просто пойдешь вдоль него. в Инстаграме напишите мне, Вероника, у меня аккаунт Имень Nails. Меня очень легко найти, просто забить Имень. Там вот будет вот такой зеленый кружочек. вот такой, да, кружочек там у меня в аккаунте. Алена Лаврентьева на меня подписана, посмотрите через ее подписки. Напишите мне просто. Я что-то так слушала про топы, про твои разговоры. Может быть, топом покрыть просто и все. Покрой, какая разница. Покрой топом. Еще у меня ногти отросли, Жень. Вот Так кто-то лень их заблудился переделать. в центре Питера, вот это было смешно. Когда хотела, ты же вы собирались когда-то. Ну, попозже мы с тобой решим. Сейчас. Я тебе позвоню потом. Не для эфира information. Как называется магазин в Эстонии? Магазин в Эстонии называется, там их 2. Один называется Orange Shop, один на Nail. На nails.eu, вот их Инстаграм. Ой, надеюсь, вам видно. Вот, с фокусом беда. На nails.eu. А второй называется Orange. А второй называется Orange Shop. Вот такой. Обращай Алена, внимание, я там что-то свое пилю. Там слышишь? Orange Shop. Да, У слышу. них причем так и есть сайт, так и называется orangeshop.ee, то есть Эстония. То есть сейчас у нас есть 3 партнера, 2 в Таллине и 1 в Германии. И весь Евросоюз на данный момент может радостно покупать нашу продукцию, которая официально завезена к вам, и наслаждаться тем пока что есть. Но в понедельник, да? Вот, в понедельник. Там еще пришли цветники и база именька, да? Вы с мамой на ночь хотели пробовать вареные куриные. Пробовали или это был прикол?
Мы пробовали. Я, короче, на 5-й день сломалась, потому что мне было это очень неприятно есть, и, короче, На все. ночь вареное куриное. Ну, мама там какого-то диетолога выкопала, что нужно есть именно белки вареные на ночь. Ну, там за час. Ну, типа, будешь худеть. И чё? Не знаю, может быть, при этом не стоит конфеты есть, я не знаю. Ну, как бы что-то пошло не так. Что-то не сходило. Там, наверное, только их и только на ночь. Наверное, и Но- тогда худеешь, да? Ну, наверное, да. Ну, короче, что-то у меня не зашло. Я не знаю, мама ест сейчас или не ест, я даже её не спрашиваю. Алена, ваш голос прекрасен. Привет из Красноярска. А мы Спасибо. будем в Красноярске в мае. Да, кстати говоря, Мы будем в Красноярск. Красноярске в мае. Да, представляете? А вот ближайший, куда мы едем, это Владивосток. Владивосток. Еще Самара. 2000 Казань. который. 18 марта Самара, 20 апреля Казань, 27 апреля Владивосток. А потом Красноярск. Ярск. Я и наращиваю себе делаю, и гель-лак, а вот на обычный лак аллергия. Пухнут пальцы и веки. Ё-моё. Ничего себе, у вас реакция веселая. Ну, тогда гель-лак. Алена, ты ела блины на масленицу? Нет, представляете? А пекла? Да. Елена пишет, что не может найти на ВБ имей или именьку. Но этого такого быть не может, потому что Хотелось бы, конечно. если забить вот так просто английскими буквами имен, Айман. то Мне Аймен, телефон всегда говорит, что мне звонит Евгения Айман. вот, Он Аймен, себя так читает. то тут вы найдете огромное количество, ну, у меня сейчас под VPN там что-то не грузится, но вот он прям находит имень именька. Выключите просто этот VPN. Ну, супер. Выключите Мероприятие VPN, будет потому что под VPN ничего не... А еще на Озон можно забить Озон. Там не может не быть. Ну, то есть забейте английскими буквами. Не надо мою фамилию забивать. Почему-то... Вот, имень. Видите, и вот тут огромное количество вот наших продуктов. 20 мая, Красноярск. Чуть ближе к этой дате будет анонс. А еще у нас есть наш сайт официальный imennails.ru, и у нас есть бесплатная доставка почты от 3000 рублей. И если большой заказ, то вам проще заказать у нас. У нас сейчас еще от 3000 рублей еще и кружка в подарок идет. О, кружка. Я, кстати, меня все спрашивают все время, откуда у меня эта чашка. Вот она. Смотрите, здесь лачок. Здесь написано Аймен. А здесь вот так. Вот, Я- от 3000 рублей вот Я такую правда, кружку не дарят. пью. Я зачем-то в ней храню кисточки. Как-то так у меня повелось. В Липецк нас пока не приглашали. Да, но если что, мы готовы. Но если что, да, мы всегда на низком старте. Можно и в Липецк, знаете ли. Сейчас найду мимо хризу. Алена, хотите похудеть, исключите сахар из рациона и по возможности хлеб. Особенно на ночь за 2 месяца 20 килограмм можно скинуть. Да вы капитан очевидность, я как бы смотрю. Да вы знаете. Ну, пожалуйста. А мы как бы просто очень любим есть, а есть любит нас, и Всё Да, взаимно. кстати. есть нас очень любит. Да, есть, очень любит. Так, что-то меня пишет, что разряжается. Так, ну все, вроде нас перестали дидосить. Чего? Ну, сообщения перестали сыпаться, что госуслуги нас пытаются взломать. Может, нас уже взломали просто? Нет. Вряд ли. Тогда бы эфир закончился. Почему? Ну, по-русски. Выкупили. куда-нибудь. Я по-русски забиваю, а мне выдает гель-лаки стейпинг. Ну все, разобрались. Ну, не надо мою фамилию забивать, пожалуйста. Ну, как бы моя фамилия, конечно, очень созвучна с торговой маркой, но все-таки имень, она английскими буквами написана. Кстати, это так смешно, что когда в интернете там пытаются меня захейтить или еще что-то, знаешь, все марки называют по названию марки, а меня с большой буквы и по фамилии. И я вот даже не знаю, это хейтят мой продукт или меня лично. Вот так это забавно всегда. У нас они два в одном. Не знаю. Так, ну что, мы все? Так, закругляемся потихонечку. Ой, ну я могу один ноготь доделать, показать, как будет, остальное выйти за кадром сделать. На Zoom нашли.
Все 500 штук одного размера? Нет, они все... Нет, ну в смысле, там 500, там упаковка, их всего 500 штук в упаковке. Они идут, там 10 размеров, от нулевки до девятки. Чтобы вы понимали, 0 это тоже размер. Там 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 размеров. Ну и бонусная кучка еще там. Да, и какая-то кучка. Вот. Зачем они так делают, кстати, Жень? Рандомная кучка. А? Зачем вот эту кучку делают Ну, бонусную? так, кучку. Ну, у нас, видишь, коробка там, просто есть лишняя ячейка. Но они решили ее заполнить. Ну, потому что, например, где-то не влезает. Бонус. Зачем? Кто многоразовые? Гелевые типсы? Нет, гелевые типсы, они одноразовые. Это одноразовые. Это Если не верхняя форма. верхние формы, они по 10 штук, потому что у нас у каждого клиента разная форма кутикулы. И вообще верхние формы можно подрезать под ногти и делать их с разными зонами у кутикулы. Вот, поэтому их много, не по одной, потому что, чтобы вам дать возможность их еще модифицировать. Елена вот брала типсы именько и будет заказывать еще. Хорошо. Про стемпинг, Женя, расскажи, пожалуйста. Он прекрасный. Что, я даже не знаю, что вам рассказать про стемпинг. Он классный. Достаточно, мы всю основную информацию уже услышали. Он пластины вот такие. Вот Пожалуйста. такие пластины. Тут глубокая классная гравировка. Мам, это не мой секрет. И тут отпечатываются очень тонкие рисуночки. Я очень люблю такие, чтобы прям они были такими воздушными. Вот пластины много всяких вот разных их сейчас. Именька это вот такие вот маленькие квадратики, чтобы вы просто понимали. Вот эта пластина имень, вот большая, вот мой нос, видите, мой нос. Вот. А вот такая маленькая именька, она вот такая вот малышка. Но тут тоже есть очень интересные дизайны. Я это называю, когда идея немножечко не поместилась на большой пластине, приходится делать очень маленькую. Вот, например, вот на этой у нас есть маленький принц. Вот он тут с лисенком. Он у меня был на ногтях как-то. Тут есть маленькое Токио. Кто смотрел этот сериал «Бумажный дом»? Тут есть Токио, тут есть профессор наполовину в маске. Вот. Тут есть маска из «Бумажного дома». Плохо. Можно показать получше первую пластину. Первую пластину. Сейчас мне дали задачку. Это мне сейчас дали задачку со звездочкой, потому что я дома. И есть большая вероятность того, что у меня ее тут нету. Вру, есть. Вот такая. Вот, пластина номер 1. Нулевой – это самый большой размер, Да. Да. а Самый девятка большой. самый маленький. Да, все верно. Тебе легче верхние формы или типсы? Мне типсы. Типсы легче. На типсах думать не надо. Не, ну тоже надо, но меньше, чем... Короче, я приняла решение, я делаю один ноготь, закрываю его, показываю готовый, остальное ухожу. Что-то я очень плохо себя чувствую, меня прям бросает в жар. Ты Мне не кажется, заболел? я заболела, да, я думаю, что у меня температура. Ну вот. Ну, что-то я очень плохо себя чувствую, мне прям это плохо очень нехорошо. Поэтому сейчас топом закроем вот один, я покажу, другие я быстро за кадром сделаю. Мне неудобно просто с телефоном. Так, сейчас найду Вот эта пластина, это номер 31. Тут есть всякий герой, тут есть, кстати, тут есть, знаете, кто тут? Стив Джобс. Тут есть Стив Джобс, а еще тут есть Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер и Леон. Помните фильм про Леона? И кактус есть Леона. Ну или фикус, он там был, фикус вот это вот. Будь здорова. Спасибо большое. А я только недавно узнала, что
в фильме «Леон» Натали Портман молодая там снимается. Ну, конечно. Да. Шикарно. Думаю, Ну, маленькая была. Нашла я самый замученный топ из всех. Самый вымученный. самая популярная. Ну да, его прям замурыжили весь. Ну, он там есть. Это плюс. Плюс Мне один. кажется, тебе надо прям сейчас чай, лимон, имбирь, там все, что можно. Вот я хочу чеснока еще, знаешь, вот что-то такое. Что-то Я такое прям тебе надо. сразу, знаешь, я слышу запах вот, ну, всего вот этого. Мне прям аж слизистую раздражает. То есть прям вот хочется чихать. Короче, мне не нравится мое состояние. Мне кажется, надо полежать пару денечков. Да, я, пожалуй, так и сделаю. Давай выздоравливать, тебе все пишут. Женя пластиновый коллекционер. Ой, у нее эти пластины, вот эти вот упаковки с этими пластинами, они такие неподъемные, такие огромные. Лак. Лаки именько. Конечно, есть. Именько. Я думаю, что мы в Болоне на выставке будем много стопинговать всего интересного. Показывать. Показывать, да. Но я же могу только показывать, я же ничего продавать не могу там, поэтому я могу только показывать рыб. Поэтому я вам буду много чего показывать. Красивая. Евгений, ваши Да, фото красиво. знала раньше, чем вас на курсах рекомендовали. Мгм. Я знали раньше про штамп. Штамп у меня имень двухсторонний, оба прозрачных. Только вот я допустила ошибку. Вот эти вот штампы, когда вот тут вот блесточки, это очень красиво. Но это максимально нефункционально. Я вам открою страшную тайну. И Неудобно. в следующий раз мы их убрали, потому что когда вы пользуете два штампа одновременно, вы вот на этом видите, с той стороны он прозрачный, а тут вам мешают эти блестки. Поэтому блестки мы потом в последующих партиях убрали, потому что это тупо неудобно оказалось. И штамп у нас прозрачный тоже по такой же логике, чтобы вы понимали, куда вы что будете перепечатывать. Штамп имей. Мне мало вам что показать, потому что я дома. Это у Жени вот такая офигенная упаковка. Жень, почему такое с праймером все время случается с твоим? Я не знаю. Да, у нас проблемы с этими бутылками. У нас проблемы с бутылками. Прям Мы вообще это я на обнаружили. него не дышу практически, но все равно. Да, мы нашли уже другую бутылку, просто нам надо. Короче, да. Беда с бутылкой оказалась, но она, к сожалению, вскрылась в момент Алён, достаточно если любимую пластину для стемпинга. фрезы, это сильное давление я делаю или пластина очень тонкая? Это вы пропиливаете. Женя, ты сказала, что работаешь более быстрым мономером для акрила. Каким? У меня из быстрых был раньше быстрый Entity, но он закончился. И я взяла себе быстрый мономер Dance Legend. Но мне не нравится Dance Legend, потому что он прозрачный, он не фиолетовый. И сейчас, вот прям в данный момент я работаю акрилом, мономером от Наяды, который обычный. Жень, Гл- могу? гл- Все, мы здесь закончили, мы сделали финальное покрытие вот этим топом молочным тоже от Жени. В принципе, вроде симпатично. Я сейчас все остальное сделаю так же, но это будет за кадром. Я можно откланяюсь, пожалуйста? Мне что-то прям совсем... Конечно. Женя, давай свою любимую пластину для стемпинга, и мы сохраняемся. Блин, у меня все пластины любимые. Сейчас у меня, например, вот тут именька. Это Бэнкси. Я не помню номер пластины. Там прям пластина Бэнкси. А вот тут у меня мистер Do Nothing. Ну, такая вот человечек из телеграм-канала. Вот. Мгм. У меня нету прям какой-то. Посоветовать слабо пахнущий мономер. Слабо пахнущий мономер будет какашкой. Поэтому, сори, не порекомендую. Нету слабо пахнущего мономера. Все, тогда прощаемся. Да, Да. давайте, пожалуйста, попрощаемся. Все, я сейчас допилю и пойду есть чеснок. Давай. Сильно вас Кто хотел, извините. телеграм-канал.
Да, кто хотел, они заскринили сейчас тележку и пришли к нам. Все, Жень, спасибо большое, что с нами поэфирилась. Чмоки-поки. Так, как Давайте, целую. понятно. Ну, крестик нажал.